сегодня в нашей студии Ирина Ячменева из города Краснотуринск. Здравствуйте. Что у вас случилось? Рассказывайте. Меня преследует моя бывшая подруга Анна Шинаева. Дело дошло все до того, что она на меня напала. Господи, обычно мужья преследуют, а вас подруга? Да, мы дружили с ней около 3 лет. И все дошло до того, что из-за обычного конфликта я ей не заняла денег. Ага. Началось, да, все с этого. И что потом? Она начала распускать слухи, сплетни. Причина того, что я не заняла ей денег, была ближайшая реабилитация моего ребенка. Мы должны были через неделю туда ехать. Давайте все-таки с конца начнем. Вы сказали, что она на вас напала. Вы нам до программы прям помогли создать реконструкцию этой драки. Давайте ее посмотрим, а потом уже обсудим, ладно? 3 февраля примерно в 11 часов утра подошла к окну и посмотрела, что в окне моего двора стоит машина Анны Шинаевой. Я испугалась в этот момент, потому что в это время мой ребенок возвращается со школы. Я приехала поговорить с Ирой, чтобы урегулировать все наши конфликты. Я сидела, ждала минут 40. Я увидела Ирину, быстрым шагом направилась к ней. Я вышла из подъезда. Здесь у меня была собака, там стояла машина, и из нее выбежала Анна. Ее подруга стала снимать все происходящее на камеру. Она стояла вот здесь. Я к ней подошла. Ну, она меня схватила за челку. Она меня схватила и начала тянуть. Я ее схватила в ответ. Она подбежала, схватила меня, получается, сначала вот сюда за курточку, нагнула меня и стала хватать меня за волосы. Стала тащить меня вот так вот за волосы обратно в сторону подъезда. Мы закатились с ней в подъезд, держа друг друга за волосы. То есть, я не знаю, ногой или коленом она мне пнула. Живот у меня шов разошелся. Одна рука у меня была поводок, а второй рукой я ее держала за волосы. В этот момент Анна стала наносить мне удары с колена в голову. И она стояла и пинала меня. Она мне еще палец укусила. Ну, потому что я начала перехватываться, что вырваться-то мне же надо. Где-то ее тоже хватало там хорошо. Соседка открыла нам домофон. После этого с Анной мы оказались вот здесь. Она попыталась мою массу тела перекинуть через бордюр. И вот так вот начала меня тянуть. Я почувствовала хруст своей собственной шеи. Мне удалось встать. Анна тут же подскользнулась и упала. Я навалилась всей массой тела на нее. Мы с этой лесенки рухнули. Ирина на мне, я под ней. И подъехала полиция. Ее сняли с меня. Получается, ну и все, и я ушла в машину. Когда приехали сотрудники полиции, они сказали, расцепляйтесь. Соответственно, я Анну отпустила. А она при сотрудниках полиции стала меня хватать за курточку, наступила ногой мне на голову и стала вот так вот мне вырывать волосы. И в результате этого конфликта я потеряла вот столько волос. В результате чего мне пришлось поменять имидж. И сзади у меня еще вот такой результат. Это вы ей вырвали? Ну, в ходе, да. А это ваши травмы, да? Она вот вам глаз подбила, я смотрю, поцарапала, да? Месяц ходила в корсете. Почему? Потому что она мне повредила связки на шее. То есть я не могла голову не разогнуть, у меня было сотрясение. Я лежала в больнице, не могла ни есть, ни пить. Вы сняли побои? Да, конечно. Написали заявление? Да. И что? Какой результат? Сейчас на данный момент полная тишина. Угу. Хорошо, А это как вы с ней подружились-то Вот вообще? я говорю, Откуда это мы она с конца взялась в вашей начали, жизни? давайте сначала. У меня есть муж. У него была бывшая сожительница. Вот они раньше дружили. Дружба их закончилась точно так же, как и наша. И... Подождите, то есть это подруга бывшей сожительницы вашего действующего мужа? Да. Можно еще раз повторить? Я запутался. Смотри, вот я это сейчас- сын У отца нее по матери. есть Я муж. сейчас повторю. У нее есть муж У мужа была действующий, сожительница, у сожительницы была подруга, вот это. Сожительница ушла которая от лысая мужа. теперь. А вот с той сожительницей вашего мужа, она как разошлась? Тоже плохо? Очень плохо. Она звонила моему мужу. Они еще тогда вместе жили. Говорила, что она принесла в подоле от него, что она изменяет мужу с другим. А эту подругу вашего Да. мужа звали Роза, да? Да. Короче, это трофейная подруга. Ну, ваша бывшая теперь. Она с кем дружит? Она теперь не дружит ни со мной, ни с мужем, потому что муж встал на мою сторону. Она, конечно, долго пыталась нас развести. Она говорила, да, что я болею всякими венерическими заболеваниями. Вашему мужу стала говорить? Да.
А она как вы с ней откуда дружили? У меня мой тогда? муж почетный донор России, соответственно, то есть он спортсмен, тренер. Он испугался. Я, чтобы это опровергнуть, я пошла, сдала сразу все тесты. А что она еще говорила? Ну, детей. Что Их детей? трогала. Вот. Как? Она что-то про них говорила? У меня особенный ребенок. Мгм. Так. Она стала называть его дебилом. Мгм. А где она так его называла? Среди своих подруг. Мгм. Ну, слушай, не только среди подруг. Она ведь и в сеть это выкладывала, верно? Да, она А стала вы не писать, знали, что это она, что ли, или как было? Она стала писать, что вот они недоразвиты, что якобы... Она стала отводить от себя подозрения, говорить, что якобы мой муж это говорит. Мой муж... А у вас эти дети от предыдущего брака, да? Да. Мгм. Вот смотрите, вы нам дали сообщение, которое она вам по поводу детей отправила. Давайте посмотрим, продолжим. 27 лет, 2 детей от разных. У одной даже в графе отец, прочерк. У меня даже у собак родители прописаны. Про тебя твой муж говорит, что ты а твои дети недоразвитые. Амину ни на одну реабилитацию не свозила. Ты плохая мать, и этим все сказано. Это она вам писала? Это какую-то часть мне, какую-то часть уже своим подругам. Они мне это переслали. Ага. Но вы ведь тоже в долгу не остались. Вы про нее тоже что-то написали? Да, конечно, она А мне... давайте мы для объективности это послушаем Давайте. тоже. Здравствуйте. Хотела бы рассказать свою историю и предупредить других людей насчет данной гражданки. Данная особа ведет себя неадекватно, собирает сплетни, занимается травлей людей, оскорбляет детей-инвалидов, называя их дебилами, отправляет людям домой опеку, хотя у самой дома нет жилищных условий для детей, полная антисанитария, собаки в количестве 4 штук, 3 кошки и 1 свинья. Нет, чтобы заниматься своей беременностью, она преследует моих детей, угрожает со словами «я рожу, и в январе вам всем будет плохо, помогите, пожалуйста, и дайте совет, как поступить в данной ситуации». Перед этим постом, который я написала, ко мне домой пришла опека с проверкой. Опека? Да, она написала в налоговую на меня, на моего мужа. А в налоговую Роспотреб. зачем? Я самозанятая. И, видимо, о том, что я не уплачиваю налоги, что якобы сдаю квартиры. На мужа в Роспотребнадзор, что он неправильно, видимо, тренировки ведет. И к вам все приходили с проверками? Да, конечно. Да. Подождите, И в а на полицию. мужа-то что она пишет? Она же с ним дружила. Или она перестала с ним дружить? Она перестала с ним дружить, у них тоже вот произошел конфликт. Мой муж, вот как я говорила, спортсмен, он бегал в горы. Там был ее бывший молодой человек Анны. В ходе разговора у них там завязалась беседа, на что он говорит, я обзавелся семьей. Ее бывший молодой человек отвечает, а я не могу, потому что я, работа, все дела. Он говорит, Анна 4-м ребенком беременна тогда была. Он говорит, Аня 4-м ребенком беременна. Он говорит, мне она не говорила. По приезду домой Аня ему написала, ты предатель. Слушайте, а неужто нельзя просто сесть и по-бабски поговорить? Это что, невозможно? Я правда не могу понять. Ну, ты пытались- видишь, чем это Вы в заканчивается. интернете через подруг друг друга грязью поливаете, а вот какого-то разговора друг Ну с другом... какой разговор, так- когда там клочья волос летят сразу при разговоре? Ты не понимаешь, что ли? Ну нет, пока не понимаю. Пытались? Мы пытались по телефону с ней поговорить. И как? Не удавалось. Она до этого мужу моему написала, точнее позвонила, сказала, ты готов к войне? Мой муж говорит, я ни с кем воевать не собираюсь. Но если ты собираешься что-то делать, я ко всему готов. И написала она мне, что Ирина, твой муж сказал, что он к войне готов, готовься. А для чего и надо это? Что, и скучно живется, что ли, или что? Я не знаю, она сама по себе такой человек, о ней знает весь город. Подождите, 4 детей, 4 собак. Как может быть скучно? Свинья. Вы считаете искренне абсолютно, что все из-за того, что вы не дали ей 15 тысяч рублей? Начало было именно с вот этого. Давайте так, мы вот с трудом, но поняли, что вы нам рассказали. Я имею в виду причины, пока не установили. Пора спросить у Анны, за что она вас так или Ну вы подожди, ее? ты сейчас ее в студию позовешь, потом она про тебя всем расскажет. А у меня-то легко, у меня мужа нет, поэтому...
Если что, ты под каток, не я. Анна, идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Ты чё врешь? Просто столько вранья. Какие деньги на реабилитацию? Какие ты мне заняла эти 15-го деньги? ты Я- моему мужу позвонила Да, и я втайне тебе от отдала. меня заняла. Да, он мне Да, дал эти да. деньги. Он мне А дал что, не эти дал? деньги? Дал. Дал, вот ты да, встань так от дал. меня. А ты на реабилитацию съездила? Так я сказала, что у меня на 2 дня позже КГ Ты пришло. просто у тебя столько тут вранья. У меня вранья. Твой муж, как гнилая баба, позвонил моему, будучи, Ха. когда я была беременна, и сказал, надо что я с кем-то скрывать. гуляю. Не надо было скрывать от своего мужа, что ты со своим бывшим общаешься. Я не понятно? общаюсь с Ой, ним. Я с Аня, ним не надо. общаюсь и не общалась. Девушки, Ты слышала мы вам не это? мешали Ты здесь, нет? слышала это? Это он Ты сказал. слышала это? Это он Ты лично это слышала? Слышала. Ты это от него слышала? Да. Ты Да. это, ты Да. разговор наш Девочки, нам слышала? уйти? О, Анна, скажите мне, пожалуйста, зачем вы преследуете свою бывшую подругу? Да у меня своя личная жизнь, у меня нет времени. Тут какие преследования? Я Смотрите, даже не вы пони- каким-то образом оказались возле ее дома в 11 часов утра. Да, я хотела поговорить. О чем? Зачем? Потому что оскорбляют моих детей, оскорбляют моего мужа. Но вы же тоже оскорбляете. Мужа ни разу не оскорбляла. Я А не детей? оскорбляла, нет. Я не оскорбляла дебилами никогда. Кто, никогда. дебилами кто называл детей? Это называет ее мужчина, ее детей. Опеку жаловались? В Роспотребнадзор жаловались? Я- В налоговую жаловались? Я была не в опеке, а в социальном фонде Слушайте, ну вы же помощи сказали, детям. что у вас времени нет. А зачем вы туда ходили? Я сейчас все объясню. То есть ее муж позвонил моему, наговорил гадости. Подождите, изначально вы были подругой Розы, то есть бывшей сожительницей ее мужа, правильно же? Да. Вы с этой Розой дружили, Да. потом этот ее муж решил с Розой разойтись. Да. Как вы остались дружить-то с мужем, а не с Розой? Я сейчас все объясню. У них были сложные отношения, и я просто была дезинформирована. То есть он мне рассказывал одно, как Роза себя ведет, а Роза просто, нам И вы не довелось поверили с ним. ему? Да, И остались дружить с ним. Да. Дальше появилась Ира. да. И вы стали дружить с Ирой. Ну, по воле случая, но я не скажу, А что мы зачем прям вы ее дружили. мужу сказали, что у нее букет венерических заболеваний? Я тоже сейчас отвечу на этот вопрос. У нее дочь старшая от мужчины, который имеет вот такое заболевание. Какое заболевание? ВИЧ. Но это не венерическое заболевание. Нет, я про венерическое не говорила. Ага. Он мне скинул ее фотографию и спросил, ты, может, что-нибудь знаешь? То есть, А когда он стал с ней встречаться, Да. хотел у вас проверить. Да. Вы говорите, ничего не знаю, кроме того, что ее мужик, который Я отец не ее так- первого ребенка, он ВИЧ положительный. Вот так вы сказали, да? я сначала сказала, давай я спрошу, я узнаю, потом, когда да. А у я так кого и вы сказала. узнали? Я знаю ее отца, ее ребенка. Так она сама этого не отрицает. А зачем в Роспотребнадзор, в опеку и во все остальные органы писали на них кляузы? Ее муж позвонил моему мужу, когда я была на 5-м месяце беременности. Так. Наговорил гадостей. Каких? О том, что я с кем-то общаюсь, что там, возможно, бывший и не бывший. А, то есть он сказал конкретно, что вы изменяете. Ну, да, И по- что по тексту ребенок, был скорее всего, нагуленный, этот. так? Да, подтекст был этот. Но это же этот ее муж говорил, не она. Ну, ну, они же семья. И вы Муж и пошли жена на одна него сатана. заявы писать. Ну, как заявы? Ну, раз наша семья такая плохая, как они это озвучивают, ну, пусть проверят тогда их семью. Ага. А И что вы чего? написали-то в заявлении? Так интересно. В опеку? Я там не писала, я там пришла и рассказала. То есть рассказала все только то, что я видела, и то, что было на А моих что глазах. вы видели и что вы слышали? Она на потасовку привозила свою младшую дочь, На какую потасовку? на которую она ездила ночью. А что за потасовка? Но она приехала к девочке разбираться со своим мужем, с подругой и с дочерью. Так. Я лично забирала ее младшую дочь с полиции в час ночи. Потом вы еще рассказали про какой-то притон, который они дома устраивают, да? оргии. Нет, Там прям- это не было в опеке сказано. А где? Хозяйки? Это было, получается, хозяйки квартиры, в которой она снимает, что они живут с подружкой. Ну, ни про какие оргии там не было. А зачем вы это хозяйке сказали? Она у меня спросила, да как кто там живет? Я говорю, Ирина, А муж, как двое вы детей. встретились с хозяйкой их квартиры? Я позвонила сама. Зачем?
Позвонила, рассказала, как оно есть. То А есть что вы залезли, рассказали? залезли в мою семью, и, значит, я буду защищаться. Вот до программы, когда с нашими редакторами говорили, сказали, я считаю, что она хреновая мать, которая не занимается своими детьми. Так? Я так считаю. Опека побывала в доме. Мы тоже сходили. Давайте все вместе посмотрим, какая хреновая мать, как она справляется со своими обязанностями. За этот год я устала от Анны. Она говорит, что у нас дома находится притон, что у меня дома постоянно наркоманы, мы здесь пьем, употребляем алкоголь. Вот, пожалуйста, посмотрите на условия, в которых проживают мои дети. Вот что накопилось за целый год у нас от Анны. Она пишет в налоговые органы на нас. У нас все документы, что налоги мы платим. Это оскорбление, дети мои недоразвиты. Здесь она писала, что органы опеки просто так по звонку не ездят. Я сама, как ребенок с детского дома, я очень боюсь, что меня кто-то попытается забрать этих детей. Она вот именно на самом больной, на ребенка бьет, что она у меня больная, что мы не занимаемся. Вот наша медицинская книжка. Вот это вот что, показатель, что я плохая мама. Это мои девочки. Это моя маленькая Амина. Это старшая дочка Эвелина. У Амины уточненное поражение головного мозга. Родилась она у меня с весом 920 кг. В 3 года нам поставили расстройство аутического спектра и множество других неврологических и психиатрических заболеваний. Вот, пожалуйста, она у меня разговаривает. Амин, поздоровайся. Здравствуйте. Иди, пройдись ножками. Иди, иди. Занимаюсь боксом. Хочешь показать, что ты умеешь? Вот у нас младшая дочка тоже участвует в тренировочном процессе. Просто что... У Вани Святого вообще ничего нет, если она затрагивает детей. Она говорит, что мой ребенок недоразвитый, что она сущийся дебил, что она больная. Это же дети. Они недостойны этих слов. Конечно, мы хотя бы куда-то переедем. Конечно, быть, я не знала, где потом мы живем. Мне жалко за маму, что она обзывает мою сестру. Я никогда не обзывала ее детей. А в чем она плохая-то, я хочу понять. Ну, в моем понимании, то есть нормальная мать, если вот так мы видим все на видео, как переживания, там, на потасовке своего ребенка не повезет. Они ездили на юга 2 года подряд, они оставляли их с подружкой. Нет. Кого? Ходят по заведениям, оставляют тоже где-то. Ну, в этот момент дети что, на улице, в подворотне сидят, в подвале, на цепи привязаны или что? Я не знаю, Одни где- дома. У вас 4 детей, следуя вашей логике, я так полагаю, что вы из дома вообще не выходите. В заведение, никуда. Вы сидите дома, у вас 4 детей. Как Ну, вы- как сейчас вы? да. Подождите, Сейчас да. а информация про 4 детей, 4 собак и свинью, верная информация? Ну, свиней у меня нет дома. А так она оскорбила моего мужа. А, так это она про свинью Это имела она в виду про мужа? 3 Это кошки и 1 свинья. Понятно. Я просто хочу быть справедливым. Раз мы в гостях побывали у Ирины, почему бы к вам не сходить в гости? Давайте посмотрим. Вот наша большая дружная семья. Ира говорит, что у нас дети в опасности. Кто у нас не в опасности? Вот собака, вот дети. У нас 4 собаки. Давайте мы вам покажем их. Пойдем, место. Место. Здесь Тея, но у нее течка. Поэтому они сейчас раздельно. Но она добрая. Можете кто-нибудь подойти погладить. Здесь там у нас закрытая рыжая собака. Ей 10 лет в этом году. Но она может не очень себя повести с чужими людьми. К мужчинам она вообще не очень. К нам, к детям она отлично. Собаки вот у нас были на выставках. Есть сертификаты на их психику. Ну, Ирина говорит, что мы живем в сарае. Что у нас антисанитария дома. Ну, окна пластиковые стоят. Кстати, Стас сам ставил. Телеки, пылесосы там. Мы не считаем, что мы живем в сарае. Вот у нас детская. Все своими руками делали. Линолеум даже я стелила. Да, у каждого свой компьютер. У каждого свой получается. компьютер, спальное место. Да. В дальнейшем Второй хотим этаж сделать хотим выставить. крышу мансарду. Это у нас спальня. Здесь солистки накрывать. Ирина бегает по опекам, добивается, видать, что нас лишили. Ну, хорошо, у нас вот стены изрисованные, дети вот художество свои так проявляют.
Вот какой-то один минус Вот какой-то один минус, да. нашего, как говорят, сарая. У нас 4-я собака, Алабай, живет на улице, дома не бывает. Иди сюда ко мне. Иди сюда, иди. Тут у нас туалет уличный. Планируем поставить свой туалет домой. Обыкновенная русская баня. Построим, все сделаем, ничего страшного. Мы хотели свой дом. Мы знали, на чем мы идем. Это очень финансово затратно все. Раньше же люди как-то так жили. А у вас конфликт только с ней, у Анны, я спрашиваю, или кто-то есть еще? Ну, на фоне поста, который выпустила Ирина, она собрала единомышленников где-то в чем-то. Ну, это... Ну, вы знаете Викторию Афанасьеву? Ну, конечно, знаю. А это кто? Ну, вот с ней я дружила. То есть, говорите, она бывшая подруга? Она бывшая подруга, да. Давайте мы у нее спросим, была подруга и стала бывшей. Как это так получается? Вот ты прямо лживая, мерзкая, подлая, до кожи костей прогнившая, понимаешь? Вот ты прям прогнившая. Сколько можно издеваться-то? Тебе смешно? Да. Тебе смешно? Да. Да. А тебя весь город уже стреляется. Виктория, то есть вы бывшая подруга Анны и действующая подруга Ирины? Да. А как так получилось? Когда-то мы с Аней дружили, у нас произошло... такой момент произошел, что я просто перестала с ней общаться. Почему? Ну, потому что много людей мне начали говорить, сообщать о том, что Анна ведет двойную игру. Какую? Она со мной дружит. Так. И другим людям преподносит все в других красках. Что я такая, что я сякая, что я плохая, что я вот такая подлая, что я вот такая вот и сякая. То есть она с вами дружит, а за спиной Да, вас грязью да. поливает? Дошло до того, что она просто двоюродной сестре начала говорить про меня гадости. Скажите мне, а у вас тот же бизнес, что у нее? Вы собак разводите? Ну, собак я очень много лет развожу. И занимаюсь так вот собаками. я так понимаю, что главный конфликт у вас как раз из-за собак и случился. Ну, у нее постоянно ко мне соперничество, да. Она начала говорить, что мои беспородные собаки, дворняги, она пришла якобы ко мне в гости и, значит, сказала типа того, что хватит заниматься плодильней. Хватит. Ты плодишь неизвестно что. То есть у тебя она больные еще собаки. репутацию стала вашу портить, Да. именно профессиональную, да? Так То есть она это ваш же она- заработок, правильно Да, же? она Ну, началась- как заработок? она Это мое началась- хобби, моя жизнь, моя семья. Она начала с собак, а закончила и вашими детьми тоже, верно? Да. Мне звонят из соцзащиты, представляются, я аж растерялась. Мне говорят, значит, Виктория, значит, к нам поступило заявление от Шинаевой Анны Андреевны. Вам знакома она? Я говорю, да, это моя бывшая подруга. А она мне говорит, а вы знаете, вот она на вас написала заявление, что вы ненадлежащий, у вас уход за детьми, ну и все в том духе, нам надо приехать проверить. Вы завтра будете дома? Я говорю, да, конечно, буду. Она написала также, что вы безработная, что у вас нечего покушать, что вы неизвестно, чем там кормите детей. Нам надо приехать, сделать проверку. Я сказала, пожалуйста, все. С утра она мне позвонила, что она выезжает, они приехали к нам, они сделали проверку, все зафиксировали. Я также пошла в полицию, написала на нее, потому что она за столько лет постоянные вот эти вот сплетни, постоянные оговоры и все остальное. Я пошла писать в полицию, в прокуратуру на нее, точно так же, как она делает. Вы знаете, этим вы нас не удивите, а вот удивите другим. Я же обещал аудитории нашей, что у нас сегодня поэтический вечер. И не хочу разочаровывать. Вы ведь рэп пишете, да еще и... Как пишу, просто Ну, на а эмоциях. героем рэпа является Анна неизменно, верно? Да. А давайте послушаем. Давайте. Свои строки я посвящаю маленькой хрупкой девочке с поганым ртом и длинным носом из провинции. Анька подлая душонка и сварливая бабенка. Анька козья рука и собачья нога. Длинный нос с морщинами зарос, лживый рот один. Может только лгать она, смотря в наглые глаза. Мой милый гоблин, мой милый малыш, ну что ты грустишь? Ты скоро родишь, а там будет жарко. Ты только не плачь, придет скоро время за все отвечать. Наша Анька громко плачет. Дают все сдачи, вся в долгах, может, ни о чем. Ну, а дети ни при чем. Скоро роды, пузо давят, сплетни вечно собирают, рот вонючий открывает, а помои выливают. Все она цветает, и ее все раздражает. Милый гоблин, наш малыш, а ты...
Я была на 5-м месяце беременности, они специально перекидывали мне вот все эти песни, выставляли эти посты. Скажите мне, правда, что Анна вашу сестру просила найти человека, который поможет побить Ирину? Да. Я сама была удивлена. Просто мы когда-то с сестрой были в ссоре и не общались. И на этой почве Анна решила как бы мне с вами позвонить, подружить, подружиться, да, чтобы... А что она вам про сестру сказала? Ну, что плодили у нее, ну, вот все вроде там про собак рассказала, там, рассказала, что они там с Ириной сгруппировались, что они так дружат активно, что она меня ненавидит, что проклинает меня, чтоб я там умерла, оскорбляет меня и в том роде. А потом говорит, слушай, а случайно нет еще мужика, который может Ирку побить, что ли? Не так? мужика, нет. Было так, что мы разговаривали, они говорят, может, блин, найти человека, даже ты не знаешь человека, который может, я даже заплачу. То есть может и как бы побить ее. Вы хотели за деньги кого-то нанять, чтобы он побил Ирину? Во-первых, это была не моя фраза, это не я сказала. Но это было. Момент сразу же. Позвонила не я тебе, а ты мне. А кто хотел найти кого-то, чтобы побить Иру? Кто? Я вообще первый раз об этом слышала. Подождите, вы сказали эту фразу, сказала не я, кто-то эту фразу другой. сказала не я. А кто сказал? Ну, если вы впервые слышите эту фразу, значит, вы не знаете, кто ее Ну сказал. так мы в одном городе живем, они же это все озвучивают. От меня это не звучало. Так, слушайте, вы поразительный человек, конечно. Это называется «Плюй в глаза, Божья роса». Вообще все началось, как всегда, это начинается с Розы. Вы же с Розой дружили. Сейчас какие у вас с Розой отношения? Ну, с Розой достаточно же теплые отношения. Да Вы что? помирились с Розой? Да, я извинилась, я действительно извинилась, я не знала, что вот, ну, вот так вот все может быть. Ирин, а у вас какие отношения с Розой сейчас? У нас вообще отношения с Розой не складываются. Мы только делаем, что конфликтуем, А зачем? ругаемся. А с ней-то зачем? Ну, она вот как-то изначально меня не взлюбила. Я Розу ни разу не видела. Я Розу знаю Вот только отлично. со слов Давайте Ани. мы все полюбуемся на Розу, тем более, что этот цветок сейчас расцветет в нашей студии. Ой, Ирина, ты 4 года занимаешься просто моей травлей. Ты меня никогда не видела, не слышала. Ты травишь меня, и через твоего уже сейчас поздравляю мужа, моих детей. Ирина берет мои фотографии, создает страницу, с этой страницы регистрируется на сайтах знакомств, пишет всем, вот есть там, например, список, всем подружкам, всем подряд скидывает страницы, пытается познакомиться. Она там, например, ребенку... А вы уверены, что это она делает? Конечно, это же подтверждено из переписок. Она это все Я брала и да, перекидывала Ане. Да. Мы вместе с Аней эту на страницу протяжении... создавали. Вместе с Аней. Да, на это было. протяжении мне без разницы. Ты мне писала, она пишет мне, я твое целое, там, у нас с тобой один муж на двоих. Я рожу ему ребенка, он не будет приезжать к сыну, он не будет, он там, Нет, там конкретно этого не болит было. душа у человека, очень сильно. Ирина, вы вместе с Аней сделали страницу В Розы? социальных сетях, да, Да, потому она что до не этого... сделала, не А для сделала, чего? Не сделали мы До вместе, этого она были мне ее сделала оскорбления. и скинула. Она сделала ее и скинула, а потом долго отрицала, У что меня она ее не есть- создавала. А для чего вы сделали эту страницу? Роза лично со мной не общается, она общается с моим мужем. И при общении с мужем она постоянно его оскорбляет. Роза до сих пор не может признать то, что у Димы, оказывается, все-таки есть другая семья, что там, оказывается, тоже еще есть дети, которые также хотят кушать, одеваться, отдыхать и что-то еще делать. И вы сделали эту страницу для чего? Чтобы гадости писать Да, или что? да, честно, да, гадости. Все. Скажите, пожалуйста. Эта программа называется «Мужское и женское». Отказываюсь быть женщиной, пока эти бабы в студии. Мне стыдно. Мы очень хотели, чтобы в этой студии появились мужики, хотя бы 2. Но они очень сильно заняты, поэтому передают нам видео-привет. Может быть, ты сейчас вернешься к себе, когда этих увидишь мужиков? Вся семья уже устала от этого. И у меня Анюта устала. Постоянно, нету настроения там. Когда беременная была, когда они ее доставали, как бы жену мою, Анютку, да, конечно, мы думали об этом, что может быть какие-то там выкидыши там в дальнейшем вообще, когда Анюта уже родила, там увидел вот эти все переписки. Ирина выставила пост, где сказала, что там я свинья. Ну, мне обидно не было, что обижаться на человека, который написала, как жене-то обидно было, что семью там задевает. Там. А мне хочется, чтобы наконец-то уже жену перестали провоцировать, чтобы она ходила довольная там.
Конфликт у Ани и Ирины возник из-за меня, потому что Ирина начала заступаться за меня, поддерживать меня. А Анна сказала, что я ее дом оклеветал, то есть обсудил, что мужа ее обсудил. А на самом деле этого же не было. Из-за этого она сказала, что конфликт, война будет. И с Аней мы познакомились, это подруга ей сожительницы бывшей. Они с Розой начинают ругаться, а она начинает про Розу плохие вести мне на телефон скидывать смс-ками. Что Роза мне изменяла, ребенок, что не от меня. А сейчас и на эти отношения она то же самое. Подсказывали люди, что, может, ты ей нравишься, может, она влюблена там тайно в тебя. Я говорю, я не знаю. Я счастлив в этом браке, конечно, с Ириной. Я очень хочу, чтобы это все закончилось. Конечно, я переживаю за свою жизнь, за свою семью, за свою супругу, да, в конце концов. Вопрос даже не к вам, а к вашим мужчинам. Другой мог бы там стукнуть кулаком по столу и сказать, так, прекратить вообще все эти коммуникации, все разборки, и все, вопрос закрыт. А здесь же я вижу, что они прям тоже наблюдают за всем происходящим. Другой даже умиляется, что могут его так любить. То есть все смотрят на вот это шоу, и никто его не прекращает. Ирина сказала, что она росла в детском доме. А вы как росли, Анна? Я росла без родителей. Но у вас, я так понимаю, есть тетя, которая вас Да, вырастила. у меня есть тетя. Она приехала сегодня вас поддержать. Она вас воспитывала или да. кто? Да, давайте Татьяну позовем сюда. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Тебе не стыдно? Нет. Ты знаешь, ты кто? Кто? Меня аж затрясло от твоего вранья. От моего? Ты почему врешь? У тебя ни слова правды нет. Подождите, Потому что когда кто-то я из выложила них пост, поверит. Понимаешь? вы мне позвонили. Да, и я хотела пряником. А сейчас я не хочу Серьезно? пряником. Ты мою, Аня, да, ты подождите. мою дочь не должна так доводить. А как ты Всю доводила? беременность она еле доходила. У нее 3-я кесарева. Ты какое имеешь право-то? Кто тебе дал? Ты А что я почему сказала, сделала? чтоб не разродилась? Почему ты сказала? У вас Ты где доказательства? Где доказательства? Где? Покажите, А ты предоставьте. вообще молчи. При этом она дралась беременная. Предоставьте доказательства. Можно? Травля была целую Какая беременность. Какая Целую травля? беременность. Я думала, что сейчас. сейчас. Я думала, что сейчас. На людей кидалась, если переживали, что она беременна, всё, еле тихо, доходит. тихо. Я думала, что сейчас сюда Тихо. выйдет взрослая женщина. Меня берегли. Выйдет для того, чтобы Я ни разу не... как-то помочь разрешить этот конфликт. Это же Я абсурд пришла полный. попросить, прям Так. попросить, Так. Ирина, милая, отвали, а то я тебя пришибу. Да хоть здесь пришибите, хоть одно слово я сказала про детей. Вот наш мозг, он очень хочет эмоций. Есть люди, которые очень хотят много эмоций. И наш мозг ничего не знает про положительные эмоции и отрицательные. Он знает только про сильные и про слабые. По всей видимости, вас в детстве немножко не научили создавать положительные эмоции. Вот те, которые делают мир лучше, от которых становится мир лучше. Зато вы здорово научились создавать вот этот весь негатив. И ваш мозг упивается, потребляя это. Я хочу понять только одно. Может быть, мы ошиблись, когда сочли, что детям безопасно в ваших семьях. Поэтому мы решили спросить тех, кто за безопасность детей отвечает, у органов опеки. Давайте посмотрим и обсудим этот беспредел. В сентябре 2024 года поступил в приемное управление социальной политики анонимный звонок, что есть такая гражданка Шанаева Анна Андреевна, значит, у нее дети, она за ними там не следит, там в доме собаки, условия не созданы, лицо не представилось, то есть полностью анонимный. По месту жительства что было установлено? Значит, для всех детей условия созданы надлежащие, имеется все необходимое для нормальной жизнедеятельности детей. Есть собаки, но и для собак все в идеале, созданы все условия. Дальше у нас было обращение уже в феврале этого года. К нам обратилась Ячменева Ирина Ивановна, то есть она написала уже к нам письменное обращение.
Снова по поводу вот Шанаевой Анны Андреевны, что она там детей оставляет одних. Опять условия не созданы. Да, она потом уже нам и не скрывала. Она и сказала, что да, в первый раз тоже звонила она. Вышли по месту жительства. Никакой антисанитарии опять выявлено не было. Ну, то есть после того, как посетили вот семью Шанаевой, она буквально 2-3 дня прошло, нам заглянула и задала вопрос, почему вы проверяете меня без конца. Вот. Ну, она, видимо, для себя сделала определенные выводы, что нужно ей тоже куда-то написать. Но она написала уже в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Вот эта Шанаева написала в отношении Ячменевой Ирины, и там же вот эта Кравцова Дарья упоминалась. Когда мы пришли с председателем комиссии к Ячменевой, значит, по месту жительства тоже все было хорошо. Дети всем обеспечены. Ни та, ни другая не могли пояснить, с чего у них началась вот эта вот неприязнь. И то, и другое давали рекомендации, ну, просто прекратить всяческое общение, и все. Вы правда все хороши. Но здесь нет правых и виноватых. Одна пишет жалобу, вторая, одна пишет смски, вторая, одна там сплетни распускает. Вы правда делаете примерно одно и то же. Только вы себя не видите, видите другое. Я вам предлагаю, как медиатор, просто обнулиться. Вы друг другу не докажете ничего. Окружению своему, у них тоже, они запаслись попкорном и кайфуют. Но вы не понимаете, что когда вы друг друга там пытаетесь, вырываете клоки волос, у вас, видимо, не очень большой город, но это правда людям прикольно. У них мало зрелищ, вы для них зрелище, они вас разгоняют, да угомонитесь вы уже. Не можете общаться, не надо вам мириться. Вы просто вот поставьте себе точку, проехать эту историю, просто друг с другом больше не общайтесь. Сделайте вот себе детокс от этих телефонов, да удалите вы все эти соцсети. Вообще вот просто только звонки, смски, все, полный детокс. Я вам честно скажу, мы бы и не стали реагировать на просьбу собрать столь почетную аудиторию, чтобы выслушать эту мизерную историю, если бы не было опасений у нас, причем, как вы видите, обоснованного опасения, что в один чудовищный день они друг друга просто убьют. Вот мы здесь собрались для такого рода профилактики. Я не знаю, поможет это или нет. Но наши руки будут чисты, если это случится. Мы пытались. Я маленькая, худенькая, беззащитная девушка. Я не могу с ними, с двумя здоровыми мужиками воевать. Меня затравили собственные родные братья. Выживают из квартиры. Которая должна быть приватизирована. Оба ваших брата были в тюрьме. Да, они стали ночевать у нас. Тебе же предлагали, давай приватизируем, продаем деньги пополам. Приватизировать по закону. Вам эта квартира тоже вот так вот позарез нужна. Да, потому что мне негде жить. Мы такие плохие, мы тираны. А сейчас вы заявились и прикрываетесь заботой о нас. А бабушки? Бабушка же хочет, чтобы им достались эти квадратные метры. Они дурят ее. Как ты надо мной издевалась? Ты детей против меня настроила. Оскорбляют меня. Жаба старая, чтоб ты скорее сдохла. Вонь подритузная. Че в день рождения пожелала? Подохнем. У тебя что, Что ты? У тебя деменция, что ли? Алена чуть не задавилась. Они ее до того в угол загнали. В какой угол они ее загнали и что чуть не сделала Алена?